Привет, друзья! Меня зовут Фил. Мы находимся в кальянной философии ночью. Снимаем видео для моего канала. И сегодня обзор на новую линейку Space Smoke Light Mix. Линейка готовых миксов. Почему вообще мы говорим про Space Smoke? Не только потому, что это новое веяние в целом кальянной индустрии. Ну, как сказать, это новое направление, которое, мне кажется, еще будет развиваться и выйдет еще не один, не два, не три продукта. Я думаю, даже в ближайший год-два. А Space Smoke это один из самых хорошо подготовленных, наверное, новых игроков вообще кальянного рынка. Да, у них ниша, наверное, не самая популярная, не самая респектабельная в глазах кальянного профессионального сообщества. Однако, если посмотреть со стороны на эту компанию, я был на презентации Space Smoke для сети Мята, там были франшизи Мяты, и очень круто ребята представили свой продукт, рассказали о преимуществах совместной работы, о преимуществах продукта, о выгоде для потребителя. И это было все так здорово упаковано, приятно смотреть. Хоть этот продукт не является чем-то для меня любимым и прям я им не восхищаюсь, но это заслуживало уважения. Это действительно было здорово. Поэтому сегодня мы поговорим про линейку Light Mix. Из себя представляет готовое сочетание в одном тюбике, то есть уже полноценный вкус, вам не надо ничего мешать, базовую линейку никак мешать. Кстати, да, у меня параллельно все это будет уже дымиться, потому что подловить момент, когда Space Smoke прогреется сразу несколько чаш, это очень сложно. Space Smoke греется очень долго, и взбивать нужно только на фанелах, если вчистую. А если на прямоточках, то будьте аккуратны. Вообще, посмотрите обзор мой на Space Smoke. На прямоточках будьте аккуратны, потому что у вас, если это затечет в шахту, то отмывать будете очень долго. Без ёршика точно не обойдетесь. Если не хотите с этим морочиться, фанелы, только фанелы, чтобы ничего никуда не протекло. И еще будьте аккуратны, случайно не попадите себе горячим Space Smoke, как закончите курить, на руки, на кожу, потому что можете вызвать ожог серьезный. Вот, поэтому я об этом даже писал бы наверняка на упаковке, это было бы полезно. Давайте поговорим теперь про вкусы. Есть Grapefruit Spirit, это Grapefruit личи, Enigma Oreo, это черника печенье, Milky Crunch. Хотя давайте, дойдем до всего этого с вами. Покажу вам футболочку, которая вызвала у меня и восторг, и возмущение одновременно. Охрененного качества футболка. Видел у ребят на презентации вот на той мерч, и он был очень крутой, стильный, просто жесть. А тут прислали футболку, и сзади я смотрю, тут типа two different tube size. Я смотрю, вот это описание продукта. То есть я надену футболочку и буду как ходячая доска вот эта рекламная. Вот это мне не очень понравилось. Не знаю, носят вообще люди, не работники компаний, вне промо-активностях, футболки, которые просто черные с описанием продукта. Типа граммовки, цены, состав и все такое. Но спасибо большое. На самом деле по материалу мне она очень понравилась, реально крутая. Первый вкус, который мы с вами сейчас попробуем, это Grapefruit Spirit. Это Grapefruit и личи. Вне кадра было менее комфортно, я даже пару раз закашлялся. Но это курить достаточно приятно, это мягко, в меру цитрусового, личи особо не чувствую, мягкий, хороший грейпфрут. Переходим дальше. Следующий вкус у нас это Milky Crunch. Кешью и ореховое молоко. Пахло очень вкусно. Вообще все вкусы, которые я заливал в чашку, пахли обалденно. Но когда я начинал раскуривать, было некомфортно. Как будто бы порошковый осадок на горле чувствовался и хотелось кашлять. Может быть, это нормальное для стадии прогрева состояние, потому что, ну, там, потихонечку он греется, и в целом это не табак, это ведет себя не так, как табак и не должно вести как табак, ведет себя по-другому. И в состоянии предготовности не очень комфортно, но в готовом состоянии в целом адекватно. Это, кстати, один из самых дымных продуктов, очень даже близко к вейперскому дыму здесь все. О, крутой кешью. Это, вот знаете, как дафтовский, только он не особо такой жареный. Кешью и ореховое молоко. Вкусно, ставлю лайк. Заострять внимание особо смысла не вижу. Я бы хотел просто попробовать вкусы и вкратенько описать их для вас. Но особо не думаю, что можно как-то обсуждать миксовые сочетания.
Давайте-ка усилим прогрев некоторых чашечек колпачком. Следующий вкус печан. Армянский, видимо, вкус. Кстати, на упаковке написано 2-3 и чашечка, 2-3 забивки. Абсолютно неправда, у меня здесь осталось буквально на половиночку забивки, хотя чашка достаточно маленькая. Персик-абрикос. Печаль — это персик-абрикос, и в целом, да, это персиковый абрикос. Даже больше абрикосового, чем персикового, хотя они очень похожи между собой, поэтому не знаю, уместно ли комментарий, что это не похоже на персик или нет, но достаточно симпатичный абрикос. Даже можно использовать его не как уже готовое сочетание с персиком, а просто как абрикос. Следующий вкус, который мы попробуем, это Hyper Jump, энергетик. Здесь написано Hyper Jump, здесь написано Hype Jump. Я думаю, что вот это актуальней. Не особо похож на энергетик. Но отдаленно что-то есть, как будто бы он выдохшийся, разбавленный водой. Ну, типа просто сладенький вкус, сахарочек с энергетиком. Следующий вкус это Enigma Oreo. Вот что было интересно, так это Enigma Oreo, потому что это черник с печеньем. Пахло это очень круто, шоколадно и чернично. На курение тоже все хорошо. Нельзя сказать, что это прям какое-то тесто, что это наоборот сухое тесто, печенье. Но это точно десертка, это точно ягода. И отголоска шоколада. Симпатичный вкус, поэтому задача готового миксового сочетания неплохого здесь выполнена. Следующий вкус Monster Green. Видимо, так называется какой-то коктейль, потому что у Малайзии тоже есть вкус Green Monster, и там тоже киви, лайм или что-то типа того. Алоэ, лайм и киви. Вот. Кисло, прям реально лаймово. Киви особо не чувствую. Алоэ и подавно. Я не знаю, какое в колене должно быть алоэ. Но лайм здесь прикольный, прям цедровый. Очень неплохой лайм. Давненько я не пробовал симпатичного лайма. Мне даже сейчас вспомнился альфачевский крутой мохито почему-то. Неплохо. Лайм хороший, но я от вкуса ждал чего-то более сочного, более сладкого. Не получилось. Ну и последний вкус это сатуринг. Типа Сатурн, ринг, кольца, ананасовые кольца. Ананас, но не насыщенный, но достаточно неплохой. У Space Mocha отличные аромки на самом деле. Но вот чего-то не хватает, либо чего-то много. То ли естественного привкуса вот этой вот минеральной основы, то ли вот еще что-то, не пойму. Мне кажется, этот ананас мог быть и получше. Давайте резюмировать вкратце. Мне понравился печан, это абрикос, Enigma Oreo, это черника печенье, и Milky Crunch, это кешью с ореховым молоком. Остальные вкусы проходные, можете взять попробовать, можете не брать попробовать. Ценник позволяет, 250 рублей за маленький тюбик и сколько там, почти 700 рублей за большой тюбик, 125, кажется, миллилитров. Типа того, на Озоне даже можете купить, представляете себе. Ну а на этом обзор новой миксовой линейки Space Smoke можно считать завершенным. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу Space Smoke. Попробуйте... знаете, что попробуем? Попробуйте написать что-нибудь хорошее и что-нибудь плохое. Одно положительное и одно отрицательное о Space Smoke. Не нужно высасывать грязь из пальца, не нужно высасывать плюсы из пальца. В принципе, найти объективные плюсы и объективные минусы здесь можно. Особенно, если вы этот продукт пробовали. Да, в честь этого я еще устрою розыгрыш. Разыграем вот такой наборчик от Space Smoke. Ваша задача написать один плюс, один минус Space Smoke, оставить свой ник Инстаграма, чтобы я мог вам написать. Поэтому участвуйте. Также заходите на сайт Parmarket в раздел комбо. Мы сделали крутые подборки интересных комбинаций в разных направлениях. Гастрономические, десертные, алкогольные, пряные и прочее. Можете набрать себе много вкусов на пробу и сэкономить.
и заглядывайте в философию. Особенно по воскресеньям у нас очень крутые бывают смены с кальянными гостями. Блогеры, кальянные компании и прочее. Что ж, а еще у меня в Телеграме появился канал с хайлайтами новостей и кальянного контента от блогеров. Поэтому будет интересно, заглядывайте. А меня зовут Фил. Спасибо за просмотр. Счастливо.